В обычном классе на перемене шум стоял такой, что учителя приходилось перекрикивать звонок. У доски стоял Марк, главный заводила школы, высокий и самоуверенный. Перед ним скромная девочка по имени Эмили. Она всегда сидела на последней парте, носила очки, редко разговаривала и прятала глаза в пол. «Эй, очкарик!» — громко выкрикнул Марк. «Ну-ка, прочитай вслух!» И вырвал у нее тетрадь. Класс разразился смешками. Эмили растерянно прижимала руки к груди. Но Марку было мало. Он нарочно вытряхнул ее тетрадь на пол и добавил: «Вот так и живешь, тихоня, ничего не умеешь, только книги грызть». Смех стал громче. Кто-то даже хлопнул по парте, подбадривая задира. Эмили покраснела, но молчала. Казалось, что она сейчас расплачется. Но вдруг ее глаза вспыхнули. Она спокойно наклонилась, собрала листы, а затем медленно подняла голову. Голос ее прозвучал твердо. «Я долго терпела, но хватит». Марк ухмыльнулся. «И что ты сделаешь? Ударишь меня линейкой?» Эмили сняла очки и аккуратно положила их на парту. И в этот момент все увидели, что в ней что-то изменилось. Спина выпрямилась, взгляд стал стальным. «Я 3 года чемпионка мира по тэквондо», — сказала она. «Хочешь проверить?» Класс взорвался шепотом. Марк сначала засмеялся, но неуверенно. Он шагнул к ней, пытаясь снова выглядеть храбрым. Но не успел моргнуть, как Эмили быстрым движением скрутила его руку и уложила лицом на парту. В классе воцарилась тишина. Только Марк сипло выдохнул. «Ай, отпусти! Больно!» Она держала его секунду, потом отпустила и отступила назад. Марк выпрямился, но уже не такой уверенный. Его лицо побледнело. «Эмили, я пошутил», — пролепетал он. «Прости, ладно? Я больше не буду». Она спокойно надела очки, собрала свои вещи и тихо ответила: «Надеюсь, ты научишься уважать других». Звонок возвестил начало урока. Марк сел тише воды, ниже травы. А класс еще долго вспоминал тот момент, когда Тихоня за минуту превратилась в чемпиона и заставила главного хулигана умолять о прощении.